Всем привет! Мандарины порой называют младшими братьями апельсинов. Тем не менее, состав полезных веществ в этих фруктах немного отличается. Мандарины, как грейпфруты и лимоны, являются кладезем витамина С. Они содержат флавоноиды, которые помогают бороться с лишним весом, сахарным диабетом и атеросклерозом. И это недалеко не все целебные свойства мандаринов. Чтобы узнать о мандарине все, смотрите видео до конца и не забудьте нажать на колокольчик. Что надо знать о мандаринах? Мандарины растут на небольшом вечно зеленом дереве. Они созревают в ноябре-декабре, поэтому в англоязычных странах фрукт принято называть рождественским апельсином. По сравнению с другими цитрусами, мандарин обладает более ярким запахом, а его шкурка легче отделяется от мякоти. Родиной цитруса считается Китай. Именно там возникла традиция отмечать зимние праздники с мандаринами. Кроме других новогодних подарков, каждый гость обязательно преподносит хозяевам дома 2 мандарина в знак пожелания финансового благополучия. Дело в том, что на китайском языке словосочетание «пара мандаринов» звучит почти так же, как слово «золото». Состав и лечебные свойства мандарина. Мандарин – это практичный, вкусный и полезный перекус, обладающий множеством полезных свойств. Один мандарин весом около 110 граммов содержит 32 миллиграмма витамина С, что составляет половину рекомендуемой дневной нормы. Витамин С играет важную роль в синтезе коллагена и эластина в организме. Коллаген и эластин – это белки, из которых состоит кожа, мышцы и другие соединительные ткани. Этот витамин является мощным антиоксидантом и помогает организму удалять свободные радикалы, угрожающие здоровым клеткам. Он способствует заживлению ран и помогает предотвратить нейродегенеративные заболевания, артрит, простуду и грипп. Мандарины могут помочь и в этом, благодаря высокому содержанию витамина С, а также фитонцидов. Фитонциды еще называют природными антибиотиками, поскольку они способны тормозить рост вредных микроорганизмов. Многочисленные исследования показали связь между повышенным потреблением витамина С и снижением заболеваемости некоторыми видами рака. Мандарины богаты как витамином А, так и фолиевой кислотой. Один мандарин содержит 16% дневной нормы витамина А и 5% дневной рекомендуемой нормы фолиевой кислоты. Из минералов в этом фрукте присутствуют калий, кальций, магний, медь и железо. Высокое содержание клетчатки и пищевых волокон в мандаринах отлично помогает улучшить пищеварение. Также мандарины стимулируют аппетит, поэтому если не хотите переедать, ешьте фрукты, уже будучи сытыми. Еще одни важные вещества в составе цитрусовых – пектины. Они являются антеросорбентами и могут помочь при пищевом отравлении. Нобелетин – флавоноид, которым богаты мандарины, защищает от метаболического синдрома. Это комплекс нарушений обмена веществ, который часто становится причиной сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. Не секрет, что один только запах мандаринов способен поднять настроение. Эти яркие фрукты содержат эфирное масло, которое помогает справиться со стрессом, успокоить нервы, улучшить общее самочувствие и сон. Поэтому, если вы не в духе или очень устали после тяжелого рабочего дня, съешьте несколько мандаринок, и ваше состояние быстро изменится в лучшую сторону. Идеальная еда для стройной фигуры. Волокнистый белый материал, который находится между ломтиками мандарина, называется ламеллой. Это мембрана, богатая растворимыми волокнами. Содержание клетчатки в одном мандарине составляет 8% от рекомендуемой дневной нормы. Самым большим преимуществом диеты, богатой растворимой клетчаткой, является снижение плохого холестерина в крови. Клетчатка также полезна для регулирования пищеварительной системы, поскольку способствует выведению шлаков из организма. Кроме того, клетчатка наполняет желудок и таким образом предотвращает чувство голода, которое часто возникает вскоре после еды с низким содержанием клетчатки. Мандарин на 85% состоит из воды, которую организм использует для очищения от токсинов и ускорения обмена веществ.
При всех этих преимуществах один мандарин содержит всего 64 калории и 0,4 грамма жира, что делает его лучшим продуктом для похудения. В народной медицине. Народная медицина традиционно использует различные части растения для достижения предполагаемого лечебного эффекта. Плоды мандарина целители рекомендуют съедать для повышения аппетита и улучшения пищеварения. Сок свежих фруктов пьют при дизентерии, поносе, наличии гельминтов и кишечных патологиях, вызванных нарушением перистальтики кишечника. Считается, что сок ослабляет активность волнообразных сокращений полых органов ЖКТ. Кроме того, он оказывает противомикробное действие. Используется сок также при заболеваниях дыхательной системы. Ежеутренним стаканом мандаринового сока выводит слизь из бронхов и верхних дыхательных путей. Также фрешами утоляют жажду во время различных простудных заболеваний, сопровождающихся повышением температуры. Наружное регулярное применение мандаринового сока практикуют для лечения грибковых заболеваний, стригущего лишая. Также с помощью фрешевых аппликаций лечат вагинальный кандидоз. Это заболевание вызывает дрожжеподобные грибки кандида. С помощью подготовленной мандариновой кожуры в народе снижают уровень сахара в крови, восстанавливают работу пищеварительного тракта и дыхательной системы. Косточки цитруса иногда применяют для улучшения работы сердечно-сосудистой системы. Масло мандарина популярно в ароматерапии для поднятия настроения и борьбы с апатическими состояниями. Вред мандаринов. Несмотря на всю пользу мандаринов, некоторым людям они противопоказаны. Цитрусы запрещены при остром нефрите, гепатите и холецистите. Также о них лучше забыть тем, что страдает язвой желудка или двенадцатиперстной кишки. Врачи не советуют увлекаться мандаринами при энтерите, колите и гастрите с повышенной кислотностью. Дело в том, что фруктовые кислоты, содержащиеся в мандарине, раздражают слизистые кишечника и желудка. По этой же причине фрукт не стоит есть натощак. Кроме того, как и другие цитрусовые, мандарины – сильный аллерген. Они могут вызывать сыпь, отек рта и даже анафилаксию. Кроме того, мандарины могут навредить людям с сахарным диабетом, так как в их мякоти содержится большое количество сахара. Им стоит употреблять этот фрукт с осторожностью или полностью убрать его из рациона. А из-за обилия клетчатки мандарины могут стать причиной вздутия живота и метеоризма. Педиатры не рекомендуют давать цитрусы детям до 3 лет. Взрослым, по словам диетологов, в день можно съедать не более 5 плодов. При этом после каждого их употребления стоит полоскать рот водой. Если вы сомневаетесь в том, можно ли вам есть мандарины, проконсультируйтесь со специалистом. Прежде чем есть фрукты, обязательно промойте их теплой водой. Некоторые производители обрабатывают плоды противогрибковыми средствами и воском, чтобы сохранить их внешний вид и предотвратить образование плесени. На этом наш ролик заканчивается. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Я буду благодарна всем, кто меня поддерживал. До новых встреч!